Пик Победы– самый северный семитысячник на планете. Третья часть тех, кто выходит на штурм, не возвращается. В августе 2025 года он оставил себе 47-летнюю женщину, прошедшую 4 семитысячника и сломанную только пятым. И за неполный месяц вокруг ее палатки разыгралась драма, за которой следил весь мир. Она родилась 20 августа 1977 года в селе Черное Пермской области. Тогда еще области, теперь края. Девичья фамилия Лыкова. Черное и сегодня типичное российское село. Школа, амбулатория, детский сад, библиотека. Около 1000 жителей. Семья Лыковых стояла в этом селе особняком. Не по достатку, а по укладу. В местной школе работало несколько поколений Лыковых. Бабушка преподавала русский язык, дедушка географию, отец физику, мать была лаборантом. Дед и отец были директорами школы. Знакомая семьи формулировала это просто. Лыковы были на макушку выше остальных жителей деревни. Это важная деталь для всего, что будет дальше. Наталья выросла в семье учителей. В среде, где дисциплина, порядок и доведение начатого до конца были правилами. Один из гидов, вводивших ее в горы много лет спустя, скажет о ней почти то же самое, не зная ее биографии. Она была послушной, не хотела нарушать дисциплину, потому что, видимо, была в ней выращена. Но рядом с этой дисциплиной с самого детства жило что-то противоположное. Тяга к риску, к краю. Мы собираем вещи. А Наташка лезет ко всем в рюкзаки, дергает туристические карабины. Шебутной такой мальчишка-сорванец, вспоминает Ирина Кирова, бывший руководитель школьного туркружка. Семья жила на станции Шабуничи, в 4 километрах от школы. Наталья всегда ждала одноклассниц и шла с ними пешком. Одна из подруг детства запомнила ее формулой, которая потом отзовется эхом в истории на Хантегре. Подруга, которая не предаст и не бросит. В этой девочке уже было видно обе ее будущие черты сразу. С одной стороны, провокатор, тянущий за собой. Однажды на сплаве Наталья спровоцировала Кирову подняться по очень крутому склону на один из Усвинских столбов, скалу Останец над рекой. Спустя годы, поднявшись туда уже со своими детьми, Кирова испытала страх и ужас. Когда детей нет, то на любой подвох соберешься, а когда свои появились, думаешь, да не в жизнь. С другой стороны, хладнокровие, которое в горах тянется дороже силы. Кирова вспоминает, как группа школьников потерялась на отдаленном охотничьем кордоне. В окрестностях водились волки. Ребята паниковали, и сама взрослая Кирова была напугана. А подросток Наталья предложила переночевать во овраге и найти дорогу на следующий день. Эта девочка всегда сохраняла спокойствие. Характер железный. В 1994 году Наталья поступила на географический факультет Пермского госуниверситета. Чтобы заработать на каникулах, подрабатывала проводником на поездах дальнего следования. В одной из таких поездок и познакомилась с будущим мужем, Сергеем Наговицыным. Сергей был ей прям под стать и одновременно ее противоположностью. Он тоже поступил в Пермский университет, но потом перевелся в военное училище, учился на ракетчика. Знакомые описывали его как интеллигентного и скромного. Он был гораздо выше Натальи, плотный, коренастый. Когда Наталья привезла его на смотрины к бывшей руководительнице туркружка, Наговицын больше молчал и слушал, пока остальные говорили о походах. Вердикт Кировой был коротким и точным. Наталья по своему коленкору нашла мальчика. Эта пара была из таких. Один раз и навсегда. Дальше обычная биография офицерской семьи позднесоветского образца, растянутая на постсоветские годы. Поженились на 3-м курсе. После вуза уехали с сыном Мишей в Читу, куда распределили мужа, прожили там 4 года. Потом 3 года в Балабанове Калужской области, где Сергей служил в учебном центре академии. В 2006 году Наговицыны перебрались в Москву. И здесь впервые слышен голос самой Натальи из школьного сочинения, написанного к юбилею ее Черновской школы. Город завораживал ее духом истории и бешеным ритмом. «Я – маленькая часть этого города.
писала она. Жизнь выровнялась в спокойную колею. В 2012 году Сергей уволился из армии и стал инженером. Наталья устроилась в Центр избирком. Супруги увлекались спортом, бегали марафоны и трейлы. А потом, в 2016 году, начали заниматься альпинизмом. Ей было под 40. Почти все, кто знал пару в горах, сходятся в одном. Мотором была она. Руководитель Екатеринбургского клуба «Горец» Юрий Ермачек рассказывает, что именно Наговицына обсуждала с ним детали перед восхождением. Какие продукты и вещи взять, сколько будет ночевок на высоте. Думаю, Наталья тянула за собой Сергея. Другой их спутник по первому семитысячнику говорил жестче и теплее одновременно. Наташа тащила мужа в горы. У них была любовь, но она немножко мужем управляла. И в подтверждение бытовая сцена из Оша после восхождения. Наташа отправила Сергея в магазин: «Иди, купи венца». В 2017 году они поднялись на свой первый семитысячник – пик Ленина. Это был самый доступный из барсовских гигантов. Характерно, что и здесь пара ничем не запомнилась. Гид, работавший с ними тогда, честно признается: они были средние, адекватные, никак себя не проявили, ничем не выделились, ни хорошим, ни плохим. Это, пожалуй, ключ к пониманию Натальи Наговицыной. Она не была звездой альпинизма, не ставила рекордов, не блистала техникой. У нее был лишь второй разряд по альпинизму. Она была упорным любителем со средним уровнем и железной волей, выращенной еще в учительской семье в селе Черное. В 2021 году Наговицыны пошли на свой второй семитысячник – Хан Тенгри, 7010 метров. Пирамидальную вершину на стыке границ Казахстана, Киргизии и Китая, в той же горной системе Тянь-Шаня, что и будущая победа. Это восхождение разделило ее жизнь надвое. На высоте около 6400 метров у Сергея отказали ноги, его парализовало. Наталья, шедшая следом, не сразу поняла, что случилось. Он говорит: «Да, я первый пойду». Он пролезает 2 веревки и останавливается. Я поднимаюсь к нему и спрашиваю, что случилось. Оказалось, что его парализовало. До сих пор не знаю, от чего именно, рассказывала она позже в документальном фильме. Она вышла на связь по рации с начальником базового лагеря Дмитрием Грековым. Врач, с которым ее соединили, требовал, чтобы она спускалась сама, иначе обморозится и погибнет. Их диалог сохранился в фильме «Остаться с Хан Тенгри». «Наташа, вам нужно спускаться самой. Вы не сможете ему ничем помочь. Погода портится, скоро ночь. Я не оставлю мужа. Он совсем беспомощный. Я питье ему даю. Значит, ваше решение оставаться с ним? Да». То, что она думала в ту ночь, она потом расскажет на камеру. «Я поняла, что у меня ребенок взрослый, что он во мне не нуждается. А с другой стороны, муж, который нуждается. Потому что если я уйду, он просто замерзнет. Я его оставлю на смерть». И боялась она при этом не того, что можно было ожидать. Я не боялась умереть. Я боялась, что останусь инвалидом, что обморожусь, и у меня отнимут руки, ноги, и что я буду делать? Она осталась. Провела с Сергеем всю ночь. Вставала на колени, чтобы закрыть его от поземки, разговаривала, когда он приходил в сознание. К утру его лицо почернело от обморожения. Развязка была почти издевательски жесткой. Утром к ним поднялись 2 гида, отправили Наталью вниз, а сами стали спускать сильно обмороженного Сергея. Но сил спустить его вдвоем не хватило. Его оставили в спальном мешке на высоте 6400 метров. Ко второму приходу спасателей Сергей был уже мертв, а спальник вместе с телом ветром сдуло в пропасть. Тело так и не нашли. Гид Руслан Калунин, слышавший ее переговоры по рации с другой стороны горы, описывает трезвую и страшную правду высоты. Очевидцы понимали, что Сергей плюс-минус был не жилец. Даже если бы его спустили, он остался бы инвалидом. Но Наташа была здоровым человеком. Вся экстремальная ситуация могла ее убить. И добавляет деталь, без которой портрет Натальи не полон. Она постоянно жалела, что оставила мужа и не была с ним до конца. Тогда ее называли героиней за преданность и самопожертвование. Но Наталья, кажется, восприняла ту ночь иначе. Не как подвиг, а как незавершенное прощание. Спускаясь, она услышала вдогонку слова мужа: «Принеси квас». Через год она вернулась на Хан Тенгри. Она попросила Калунина взять ее в группу и сказала, что хочет не просто подняться, а закрепить на высоте
где погиб муж, мемориальную табличку. Калунин не взял с нее денег за работу гида, назвал это человеческими отношениями. Снять об этом фильм предложил документалист, и так появилась единственная в мире съемка живой Натальи Наговицыной. Давалась она тяжело. Наташа боялась камеры. Из нее ничего не вытянуть. Разговорить ее удалось только после того, как дело было сделано. Только тогда Наташа выдохнула и сказала: «Теперь я попрощалась». И здесь самая пронзительная сцена всей нашей биографии. Наговицына оставила у таблички бутылку кваса, любимого напитка мужа. А соседи по палаткам, шедшие следом, ничего не знали. Наташа заходит и спрашивает: «Хотите квасу?» Я думаю, прикольно. Обычно альпинисты на такой высоте друг другу ничего не дают. Они выпили. А потом уже внизу в столовой я узнал, что это мы, оказывается, поминали ее мужа. После гибели Сергея она не ушла из гор. Это поразило многих и изменило ее саму. После смерти мужа она стала молчаливее и замкнутее, хотя раньше любила общаться. С мужчинами-альпинистами переживаниями не делилась вовсе. Один из них, Александр Мороз, признается в страхе, который тогда возникал у окружающих. Такая травма не проходит бесследно. Мы переживали, не будет ли у нее из-за этого желания остаться на горе. Самый точный ее портрет этого периода дал анонимный знакомый. Она подходила на спокойного человека, который стоит на краю пропасти и вот-вот упадет. Казалось, если Наташу тронуть, чем-то зацепить, то она сорвется, поэтому мы к ней не лезли с расспросами. Чтобы понять ее последнее решение, нужно понять, как она вообще ходила в горы. Не как обеспеченный искатель приключений, а как человек, считающий каждую 1000 рублей. В обычной жизни она была сотрудницей Федерального центра информатизации, структуры Центр избиркома, и занималась учетом техники. Компьютеров, принтеров, ксероксов. Один коллега сформулировал суть так. Наташа жила горами, а работа была для нее просто источником денег. Денег было немного. По словам Калунина, Наталья была небогатым человеком. Платила ипотеку и реально копила на восхождение. Она несколько лет не меняла экипировку. И только перед победой купила новую куртку и новый рюкзак. Она ходила в так называемые бомж-туры, когда оплачиваешь только трансфер и заброску. Живешь в своей палатке, ешь свою еду и поднимаешься без гида. В этом и горькая социология ее гибели. Пик Победы в ее среде называли без иллюзий. Одна альпинистка прямо крестила его Эверестом для бедных. Не хватает бабла на Гималаи, идут клиентами на наши семитысячники. Другой иронизировал, что Победа — это олдскул. И условия в лагере, и жратва, и переходы, и рюкзаки — это все не для богатых. Эверест, для сравнения, обходится примерно минимум в 4 дороже. В 2025 году программа «Снежный барс», неофициальный титул за все 5 семитысячников бывшего СССР, была у нее почти закрыта. Пик Ленина в 17 году, Хан-Тенгри в 22, пик Корженевской и пик коммунизма в 2023. Оставалась одна вершина, самая высокая и самая опасная из 5 – пик Победы. Трагедия на пике Победы началась не в августе. Она началась весной в учебном альплагере, за 2 месяца до того, как Наталья вышла на штурм. Человек, который это видел своими глазами, альпинист и триатлонист Александр Ищенко. Он не был ни ее другом, ни напарником. Судьба свела их случайно и страшно. Эта трагедия началась в альплагере Ала-Арча, когда она сломала ногу на майских праздниках, рассказывал он. С Наговицыной он познакомился именно в ходе операции по ее спасению. В мае 2025 года группа Натальи вышла на Теке-Тор, относительно невысокую вершину, около 4479 метров, в районе Ала-Арча в Киргизии. Во время подъема группу накрыл камнепад, и Наталья получила очевидный двойной перелом ноги. Кость была сломана в 2 местах и не могла спускаться самостоятельно. Ищенко запомнил, как его подняли на помощь. Ее группа ушла на восхождение, а я в это время отдыхал. В один момент руководитель лагеря всех поднял, сказал, что нужны все, кто имеет 3-й разряд по альпинизму. Он спускал ее вниз. И именно поэтому его возмущение позже звучало громче прочих. Он держал в руках ее сломанную ногу. У меня первый вопрос. Как она там оказалась через 2 месяца после двойного перелома? Она поступила безответственно. Вот первая развилка этой истории.
Через 2 месяца после двойного перелома Наталья Наговицына вышла на один из самых сложных семитысячников планеты. По одной из версий, она скрыла недавнюю травму. Подруга Лия Попова, впрочем, настаивала, что Наталья успела восстановиться и к августу была в отличной форме. Майский перелом был не единственной проблемой. Была и формальная, бюрократическая, но оттого не менее существенная. У Натальи попросту не было нужной квалификации для этой горы. Пик Победы – это категория сложности 5Б. Наивысшая. А у Натальи был лишь второй разряд. Вице-президент Федерации альпинизма России Павел Шабалин сформулировал это прямо. Ее второй спортивный разряд не соответствовал сложности маршрута, требующего уровня кандидата в мастера спорта. И это было известно заранее. Годом ранее систему еще удавалось притормозить. В 2024 году Наталью не допустили к восхождению из-за недостаточной подготовки. Тот эпизод хорошо помнит гид Артем Ценцевский, который в 24-м взял ее на гору и развернул уже после первого дня. Она, по его мнению, передвигалась слишком медленно. Именно Ценцевский первым публично назвал то, что многие потом повторят как диагноз – ее одержимость. Он считает, что у Наговицыной была фанатичная жажда зайти на победу. Ей оставался лишь этот пик для жетона снежного барса. У Наташи была железная цель. Победа. Она к ней шла любой ценой. И мне кажется, это неправильный подход. Это страшно. А в 2025 году тормозов не осталось. И это был не недосмотр, а следствие того самого бомж-альпинизма, которым она жила. Она выбрала минимальный пакет услуг, без гида, который мог бы ее остановить. Гид стоит от $5000 и имеет право развернуть клиента. Наталья пошла без гида. Дешевле и свободнее. Никто не имел над ней власти сказать «нет». Распространенное представление о том, что Наговицына шла в составе слаженной команды – миф. Формально людей было несколько. Фактически каждый шел сам за себя. Изначально их было даже 5. Кроме россиянина Романа Макринского, немца Гюнтера Зигмунта и итальянца Луки Сенегалье, с ними шел американец по имени Пол, фамилия которого неизвестна. Но он повернул обратно, не доходя даже до первого лагеря. Остальных связала не команда, а случаи и общие цели. Роман Макринский, тюменец, шел с Натальей в одной связке на финальном участке. Важно подчеркнуть то, что искажали многие СМИ. Вопреки утверждениям ряда изданий, Макринский не являлся горным гидом в этом восхождении и не вел группу. Он был таким же клиентом-любителем, как и она. Гюнтер Зигмунд, немец, самый сильный в этой команде. Ему, как и Наговицыной, не хватало восхождения на пик Победы для звания «Снежный барс». Лука Сенегалье, итальянец, давний знакомый Натальи. Они познакомились в 2021 году на Хантенгри, где погиб ее муж. Тот самый человек, что вернется за ней наверх и погибнет. Ключевая особенность этой группы зафиксирована сухо и страшно. Они никогда не были группой. Хотя из базового лагеря все вышли вместе, шли они независимо, каждый в своем темпе, не объединяясь в двойки. На горе категории 5Б, где напарник по связке – это твоя жизнь, 4 человека шли как 4 одиночки, лишь время от времени оказываясь рядом. И еще одна деталь, говорящая о тесноте сезона. 5 августа должен был стать последним днем в 2025 году, когда из лагеря выпускали группы на пик Победы. Окно закрывалось. 12 августа 2025 года, час ночи, из штурмового лагеря на финальный штурм вершины вышли те, кто остался. Им предстоял невероятно длинный и тяжелый день на экстремальной высоте. Почти сразу строй рассыпался по силам. Впереди ушел немец. Итальянец отвернул. Лука Сенегалье решил вернуться в лагерь ниже вершины из-за обмороженных пальцев. Эта деталь окажется роковой вдвойне. Обмороженные пальцы, заставившие Сенегалью повернуть через сутки, приведут его обратно наверх, на спасение уже на пределе сил. Разрыв между Зигмунтом и связкой Наговицына-Макринский рос. На вершину пика Победы подняться и достиг вершинного тура в тот момент только один из участников – Зигмунд. Когда он встретил их на спуске, отставание было катастрофическим. По его оценке, они отставали от его темпа приблизительно на 4 часа.
Это и был тот самый момент, когда вершину следовало забыть и поворачивать вниз. 4 часа отставания на высоте 7000 метров – это приговор, написанный заранее. Но, несмотря на недостаточную скорость подъема, Макринский и Наговицына продолжили восхождение. Она дошла. Группа, которую не считали сильной, и женщина со вторым разрядом и недолеченной ногой, взошла на пик победы. Цель, к которой она шла любой ценой, была достигнута. Цена выяснилось на спуске. Катастрофа разыгралась на участке, который альпинисты называют ножом, узком гребне, с которого срывались многие. В эфире послышались тревожные переговоры. Наталья и Роман сообщили о 2 срывах. Они шли в одной связке и упали вместе у Черной скалы. Веревка спасла их от гибели, но в результате 2-го срыва Наговицына сломала ногу на высоте около 7200 метров. Так, на высоте, где человек и без травмы держится из последних сил, женщина с уже однажды сломанной в мае ногой сломала ее снова, теперь окончательно. Дальше 4 часа отчаянной работы одного человека. Макринский в одиночку помогал Наталье выбраться на гребень и спуститься на 50-70 метров к скальному выходу Птица, где можно было укрыться от непогоды. На высоте за 7000 метров тащить обездвиженного человека хотя бы на 50 метров – это работа на пределе человеческих возможностей. А потом Макринский принял решение, которое расколет альпинистское сообщество и станет, возможно, главным болевым узлом всей этой истории. Официальная и наиболее распространенная версия проста и логична. Роман Макринский оказал Наталье первую помощь, зафиксировал и утеплил ногу и отправился вниз за подмогой. Один человек физически не мог снести другого с такой высоты. Единственный шанс спуститься в лагерь и привести спасателей. Он спустился до лагеря в местности Важа-Пшавела, который разбили Зигмунд и Сенегалия, и сообщил им о происшествии. Но есть и другая, обвиняющая версия, которую озвучили друзья Натальи. По ней у Макринского был выбор не уходить, а попытаться спускать ее сразу, пусть медленно. Он должен был взять ее и попытаться дойти вдвоем, хотя бы до обелиска, поясняют друзья. Там хоть немного легче, чем на том месте, где лежит Наташа, а он сказал, что ушел за помощью. Рассудить эти 2 версии чужому человеку невозможно. Слишком тонка грань между здравым расчетом и спасением собственной жизни на высоте, где остаться значит умереть вдвоем. Сам Роман объясняться публично отказался. Ясно одно. После его ухода Наталья осталась в одиночестве на высоте 7200 метров. Ночь с 12 на 13 августа женщина провела одна, без палатки и газа. А где-то ниже, в лагере Важа-Пшавела, Зигмунд и Сенегалия уже знали, что наверху замерзает человек, и собирались идти обратно. Когда Роман дошел до пещеры, где ночевали Зигмунд и Сенегалия, наверху у скалы Птицы замерзала женщина со сломанной ногой. 2 мужчин, которые сами едва спустились с вершины, стояли перед выбором, в котором не было правильного ответа. Продолжать спуск или развернуться обратно к человеку, которого, вероятно, все равно не спасти. Они развернулись. Альпинисты отказались от дальнейшего спуска и поднялись к Наговицыной с палаткой, спальником, газовой горелкой и продуктами. Сестра Луки потом скажет, что это было совершенно в его духе. Узнав о ее травме, итальянец и немец сразу же отправились наверх. Они принесли еду и газ с расчетом на 4-5 дней. Здесь нужно остановиться и ответить на вопрос, который чаще всего задают со стороны. Почему 2 взрослых, сильных мужчин не могли просто взять травмированную женщину и спустить ее вниз? Ответ кроется в устройстве самой горы. Дело в том, что финальный участок Пика Победы – это не склон, по которому можно тащить или нести человека. Это гигантский гребень-карниз длиной около 3 километров, протянувшийся на высоте выше 7000 метров. Мастер спорта Андрей Пятницын объяснял прямо. Именно этот скальный гребень, растянувшийся на 3 километра, делает эвакуацию практически невозможной. Для нее понадобилось бы не менее 30 человек. 2 – это в 15 раз меньше необходимого. Что представляет собой движение по этому гребню, описал кандидат в мастера спорта по альпинизму Денис Киселев. Классический путь – это подъем на гребень на 7 километров, а потом долгий путь по нему
обдуваемому ветрами. Несколько дней надо идти в условиях бешеной гипоксии. А обычный человек в таких условиях нескольких шагов сделать не может, а тут надо идти по сугробам, гребням и карнизам. Среди альпинистов этот участок получил неофициальное название «дистанция». После отметки примерно в 7000 метров спортсмены вынуждены двигаться по узкому снежному карнизу, где каждый шаг требует максимального напряжения сил. Сложите эти факторы воедино, и невозможность спасения становится очевидной. Узкий заснеженный карниз и крутой ледово-скальный рельеф. По такому гребню человека физически нельзя нести на руках или волочь на себе. Спуск пострадавшего на носилках по крутому ледово-скальному рельефу требует титанических усилий целой группы и зачастую просто невозможен. На высоте 7000 метров кислорода настолько мало, что обычный человек не может сделать и нескольких шагов даже налегке. Гипоксия не только отнимает физические силы, но и притупляет реакцию и само чувство опасности, то есть несущий рискует сорваться сам. Скорость ветра на гребнях достигает 40-50 метров в секунду, а температура даже летом падает ниже минус 40 градусов Цельсия. В таких условиях человек, остановившийся, чтобы кого-то нести, сам начинает замерзать и обмораживаться за минуты. Обездвиженный человек со сломанной ногой – это груз около 80 кг, который нужно контролировать на каждом шаге по обледенелому карнизу, где нет ни перил, ни страховки. Именно поэтому задача Зигмунта и Сенегалии была изначально иной. Они не пытались снести Наталью. Это было бы заведомо нереально. Они шли, чтобы дать ей шанс продержаться, утеплить, накормить, оставить горелку и палатку, и тем самым выиграть для нее время до вертолета или до прихода большой команды спасателей. Погода резко ухудшилась, и Луке с Гюнтером пришлось самим заночевать на горе. После ночевки Зигмунд и Сенегалия забрали рацию и начали спуск к пещере. На базе тем временем передали Наталье приказ терпеть, настроиться на 5 дней ожидания. 5 суток одной, обездвиженной, на высоте за 7000 метров. Зигмунд и Сенегалия спустились в пещеру, где их ждал Макринский. На утро Луке стало плохо, у него начался отек мозга. Нарушилась координация, речь стала бессвязной. Врач посоветовал сделать укол, но шприцы остались в рюкзаке рядом с Наговицыной. Снять отек мозга было нечем. Дальше прямая речь Гюнтера Зигмунда. Лука умирал в бреду, уверенный, что товарищи хотят отнять у него обмороженную руку. Он кричал на нас, он волновался о своей руке. Он думал, что мы хотели ампутировать ее. Прошло полчаса спуска, и он погиб. Он умер на моих руках. К этому Зигмунд добавлял еще одну деталь. Поднявшийся сильный ветер завалил вход в пещеру, и Лука, страдая от обморожения, не смог продолжать спуск. Лука Сенегалия скончался вечером 15 августа. Гюнтер Зигмунд и Роман Макринский оставили его тело в пещере и продолжили спуск, во время которого выяснилось, что у них нет палатки. Им пришлось ночевать в спальниках на морозе. Оставался единственный реальный шанс снять Наталью по воздуху. Но прежде чем рассказать о крушении, нужно понять, кто именно пошел ее спасать. Это не были случайные люди. Костяк спасательного отряда составил опытные альпинисты из Бурятии, которыми сами поднялись на пик Победы всего за несколько дней до трагедии и еще спускались, когда по рации пришло ЧП. Руководил отрядом Александр Семенов, человек, посвятивший горам более 25 лет, за плечами которого сотни восхождений и более 100 экспедиций, дважды снежный барс и рекордсмен книги рекордов Гиннесса. Вместе с ним в команде были Баир Батуев, Святослав Корнев, Владимир Ключников, Виталий Акимов и Артем Черемных. 4 из них, Батуев, Семенов, Ключников и Корнев, взошли на победу буквально накануне. Они вызвались сами. 12 августа мы по рации услышали, что в группе, где шла Наталья, произошло ЧП, вспоминает Семенов. Мы тут же связались с начальником базового лагеря и сообщили, что готовы прийти на подмогу. Вернувшись в базовый лагерь, они поняли, что они единственные, кто способен подняться наверх. В 6 можно вытащить только тех, кто способен идти сам, со страховкой. А не самоходного пострадавшего, человека, который не может передвигаться, как Наталья со сломанной ногой, на таком рельефе пришлось бы спускать силами минимум 18 спасателей, которые сменяли бы друг друга на протяжении всего спуска. 6 человек не хватало даже близко. План был такой. Если Макринский и Зигмунд смогут идти сами,
отдать им одного-двух сопровождающих, а основной группой пробиваться дальше, к Наталье. Крушение вертолета перечеркнуло этот план. 16 августа борт со спасателями вылетел в сторону второго лагеря, чтобы высадить их повыше и сократить путь. На высоте около 4900 метров при заходе на посадку сильные порывы ветра и нестабильный снег решили все. Нас закружило, завертело. В какой-то момент я подумал, наверное, это конец, вспоминает Семенов. По свидетельствам, вертолет сел жестко прямо между трещин ледника. Увяз в снегу, а при попытке снова набрать высоту, его начало вращать. Очнулся от криков и боли в теле. Один за другим люди выбирались наружу, помогали пилоту выйти из кабины. Картину дополняют слова других участников. Баир Батуев описывает, как машину закрутило, а сам он запомнил момент удара так. «Я встал, и у меня дыхание перебило, как будто под дых ударили. Мы шлепнулись о планету на вертушке. Все живые, никого не потеряли из экипажа. Двое спасателей оказались лежачими. Еще и 2 члена экипажа получили тяжелые травмы. Остальные отделались ссадинами и ушибами, хотя последствия удара многие ощутили только позже, уже в базовом лагере. Самым тяжелым был компрессионный перелом 12-го позвонка у Баира Батуева. Ему потребовалась транспортировка строго в лежачем положении. Святослав Корнев получил вывих тазобедренного сустава. Такой же вывих, по части сообщений, был и у пилота. Через несколько часов за тяжело ранеными прилетел второй борт Ми-17ВМ и забрал их в больницу. А 4 оставшихся на ногах – Семенов, Акимов, Черемных и Ключников – двинулись вверх навстречу спускавшимся Макринскому и Зигмунту и встретили их. Одного на высоте 4900, другого около 5300 метров. Вернувшись к разбитому вертолету, они разбили временный лагерь. Накормили, напоили и оказали помощь раненым. После падения отряд спасателей сократился с 6 до 4 человек. Спуск с ледника стал отдельным испытанием. Приходилось осторожно обходить глубокие трещины, и только к вечеру следующего дня измотанная группа добралась до базы. До Натальи спасатели снова не дошли. Машина даже не приблизилась к отметке, где она лежала. Позже уже в России Баира Батуева и Александра Семенова спецбортом отправили из Бишкека в Москву. Батуева ждали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В организации перелета, по словам дипломатов, участвовали посольства, Аэрофлот и МЧС России. Всем спасателям, рисковавшим жизнью в той операции, российское посольство вручило благодарственные письма. И все это время Наталья оставалась жива. Прежде чем гора окончательно ее отрезала, остался последний светлый кадр, и его стоит назвать. На последней прижизненной фотографии Наталья сидит на снегу со сломанной ногой рядом с Лукой Сенегалией, и они оба улыбаются. Снимок сделан в те часы, когда итальянец и немец только поднялись к ней с палаткой и горелкой, и еще была надежда, что все обойдется. Ни Наталья, ни Лука тогда не могли представить, что это последний снимок в жизни их обоих. Через несколько дней Лука умрет, а Наталья останется на горе навсегда. После этого единственным окном к ней стал дрон. Подняться к Наталье человек не мог, вертолет не долетал. И беспилотник оказался единственным способом хотя бы увидеть, жива ли она. Кадры, обошедшие весь мир, снял оператор FPV-дронов, известный под ником maga.fpv. Пилот по имени Андрей. Именно он сумел поднять коптер на высоту около 7100 метров к палатке Наговицыной и заснять ее живой. На этих кадрах Наталья машет рукой подлетевшему аппарату. Бодро, узнаваемо, пытаясь привлечь внимание. Сам оператор в подписи к видео пояснял, что облет проводился специально, чтобы зафиксировать состояние участников экспедиции и задокументировать происходящее. Здесь нужно разобраться с датами, вокруг которых потом возник спор. По уточненным данным, дрон снимал Наталью дважды – 16 и 19 августа. На более ранних кадрах она еще в своей оранжевой палатке, до того, как товарищи принесли ей более теплое снаряжение. На поздних 19 августа уже в разорванной. Именно 19 августа стало последним днем, когда Наговицыну достоверно видели живой. После этой даты ее больше не видел никто, ни живой, ни мертвый. Врачи объясняли, что происходит с организмом в так называемой зоне смерти. Тело на такой высоте работает на износ.
По словам одного из медиков, за неделю организм полностью исчерпывает запасы глюкозы и переходит к расщеплению собственных жиров и мышечных белков. К этому добавляется холод под минус 20, минус 25 градусов, обезвоживание, топить снег нечем, когда кончается газ, и кислородное голодание, на фоне которого даже у здорового человека отказывают силы. А у Натальи была сломана нога. Она сидела и, как трезво заметил спасатель Семенов, как минимум одной ногой она уже не могла даже отмахивать, отгоняя обморожение. И все это время рядом не было никого. Только дрон в небе и оператор Андрей, который отказывался сдаваться. Он рвался поднять коптер снова, был уверен, что технически это возможно, но все упиралось в доставку на ледник, с которого он мог запустить аппарат. Его, несмотря на просьбы, отказались везти к горе на вертолете. Проделана невозможная работа, но, написал он, когда возможности кончились. Позже он сформулирует еще жестче. Реальность горька. А альпинистское сообщество смотрело на видео с нарастающим ужасом, потому что знало статистику. Еще никому не удавалось спасти пострадавшего на пике Победы, спустив его с высоты более чем 7000 метров. 20 августа 2025 года Наталье Наговицыной исполнилось 48 лет. В этот самый день к пику Победы снова пришел вертолет. Но не за ней. Ми-17ВМ эвакуировал из Нижнего лагеря двух выживших участников ее группы – Романа Макринского и Гюнтера Зигмунда, и доставил их в больницу в Бишкеке. Гюнтер Зигмунд был в тяжелом состоянии. Обморожены конечности и нос. При этом сам он рассказывал РЕН-ТВ важную деталь. На горе он обморожения почти не чувствовал. То ли из-за шока, то ли из-за того, что главные повреждения получил уже на спуске, когда группа потеряла тент. Дома в немецкой клинике ему сделали операцию. Ампутировали кончик обмороженного носа. В начале сентября, еще на реабилитации, он по прямому включению участвовал в программе «Пусть говорят» на Первом канале, где вместе с экспертами разбирал, можно ли было спасти Наталью. Роман Макринский тоже восстановился после обморожения рук. Но в отличие от Зигмунда, он так и не дал прессе ни одного комментария, оставшись самой молчаливой фигурой всей этой истории. Его молчание лишь подогревало споры о том, правильно ли он поступил, бросив напарницу на гребне. По большинству хроник, именно 20 августа Наталью Наговицыну в последний раз могли видеть живой. Ее день рождения стал, вероятно, и днем гибели. К этому моменту с ее срыва прошло 8 дней. Срок, на который на высоте 7200 метров не переживал никто. Дальше была агония спасательной операции. Серия вылетов и выходов, которые один за другим срывала погода. После крушения Ми-8 ставку сделали на 2 сценария сразу. Вторую – наземную группу и легкий высотный вертолет с опытными иностранным экипажем. Наземная попытка началась 19 августа. Вверх выдвинулась группа из 4 молодых альпинистов под руководством Виталия Акимова. Но Акимов был среди тех, кто пережил жесткую посадку Ми-8. На высоте около 6100 метров у него обострилась травма спины, полученная при аварии вертолета, и идти дальше он не мог. Его пришлось эвакуировать, и было принято решение, что и остальные 4 тоже спускаются вниз. Воздушная ставка была серьезной и международной. Уже 22 августа в Кыргызстан прибыла группа профессиональных итальянских спасателей. Ее прислали, чтобы снять Наталью и забрать тело их соотечественника Луки. В команду вошли 3. Пилоты Мануэль Мунари и Марио Сателе, и альпинист Микеле Куки. Замысел был такой. Легкий высотный вертолет Airbus Helicopters H-125 Еврокоптер должен был сначала поднять дрон или подняться сам, чтобы оценить состояние Натальи, а затем попытаться ее эвакуировать. Вертолет этого класса способен работать на больших высотах. Теоретически у итальянцев был реальный шанс там, где не справились тяжелые Ми-8 и Ми-17. Но все уперлось в 2 стены – бюрократическую и погодную. Сначала выяснилось, что итальянский борт не имел лицензии на полеты в Киргизии, и пришлось договариваться об использовании местной техники с множеством ограничений. А затем закрылось небо. Знакомая Наталье, альпинистка Анна Пиунова, написала тогда то, во что еще хотелось верить. Последний шанс. Завтра, 25 августа, обещают ясный день. Попробуют сделать еще один облет дроном. И если Наталья жива, будет предпринята попытка снять ее еврокоптером с итальянских
пилотам. Итальянцы 2 дня прождали погодного окна в местечке Каркыра и не дождались. Пресс-секретарь МЧС Кыргызстана Адиль Чаргынов констатировал, вертолет Airbus H-125 так и не смог вылететь из-за погодных условий, а итальянские пилоты 2 дня прождали в Каркыре, но так и не распогодилось, и теперь возвращаются домой. Над вершиной висели туман, снегопад и нулевая видимость. Свою роль сыграло и то, что сезон на пике Победы попросту закончился. Еще 24 августа председатель комиссии по классическому альпинизму Александр Яковенко заявил, что спасатели сворачивают лагерь и не будут подниматься к Наталье, потому что сезон восхождений на Победу уже завершен. Гора закрывалась на зиму вместе со всеми надеждами. Хронология финала спрессовалась в несколько дней. 23 августа МЧС Кыргызстана объявила о приостановке поисково-спасательной операции из-за погоды. 25 августа профильный портал mountain.ru подвел итог сухой строкой. Спасательная операция на пике Победы окончательно завершена. Итальянские пилоты улетели, погоды нет. В тот же день оператор дрона Андрей Маглеванный писал, что был готов выполнить 3-й полет к палатке Натальи, но так и не получил разрешения на вылет вертолета Ми-8 до точки запуска дрона. Все 3 инструмента спасения, наземная группа, высотный вертолет и дрон, оказались заблокированы одновременно. Машина, готовая снять Наталью, так и ни разу не поднялась за ней. К концу августа вокруг горы кипела уже не спасательная операция, а общественный скандал. О деньгах, ответственности, о том, можно ли и нужно было ли вообще ее спасать. Этот спор обнажил глубинный раскол между теми, кто смотрит на горы соцсетей, и теми, кто на них выходит. Первым всплыл финансовый вопрос. Турфирма Oxide Travel рекламировала восхождение на пик Победы как относительно безопасное. Благодаря современному снаряжению и готовности спасательных команд, стоимость 27-дневной экспедиции, по данным ее сайта, составляла от 1800 до 3000 долларов и включала трансферы, консультации гида и врача, регистрацию в спас-отряде и дальнюю радиосвязь. Самый же дешевый пакет, который выбрала Наталья, по словам спасателя Семенова, стоил около 1450 долларов с групповой скидкой и покрывал лишь заброску, без гида. А вот цена попытки ее спасти оказалась несопоставимо выше. Перед восхождением Наталья оформила базовый страховой полис всего на 35 тысяч долларов. Около 3 миллионов рублей. Реальные же расходы на спасательную операцию составили по разным данным от 58 до 60 тысяч долларов. Порядка 4,7-4,8 миллионов рублей. Почти вдвое больше покрытия. Звучало и совсем тяжелое. Разницу в случае гибели и расходы на эвакуацию тела придется покрывать ее сыну. На этом фоне Виктория Боня публично заявила, что готова перечислить Михаилу 10 тысяч долларов на спуск тела. Власти Киргизии искали виновного среди организаторов. МВД республики объявило о намерении возбудить уголовное дело против Oxide Travel за возможную халатность. Юристы, однако, сомневались в перспективах такого дела. Адвокат Михаил Салкин отмечал, что теоретически дело могло бы пойти по статье 238 УК РФ «Оказание небезопасных услуг». Но непосредственным исполнителем тура выступал иностранный партнер, и привлечь его по российскому закону крайне сложно. Другой юрист Дмитрий Григорьев напоминал, что спасательные операции регламентированы специальными нормами, и обвинить спасателей в неоказанной помощи там, где помощь физически невозможна, нельзя. Сама Oxide Travel – одна из старейших турфирм Киргизии, работающих с 1998 года и владеющая лагерями под Победой и Хантенгри. Выразила соболезнования близким и заявила, что экспертная группа, взвесив все риски, признала операцию невозможной. Отдельно всплыла деталь, добавившая споров. Перед экспедицией Наталья, как и все клиенты, подписала документ, снимающий с турфирмы ответственность за несчастные случаи. Для одних это было юридической нормой высотного альпинизма, а для других свидетельством того, что индустрия перекладывает смертельный риск на самих восходителей. Но громче всего звучал спор не о деньгах, а об этике, и он расколол людей надвое. Одни считали отказ от спасения едва ли не преступлением. Знакомый Наговицыной говорил:
Оставить живого человека умирать – это как минимум странно. Они говорят, что с такой высоты людей еще не снимали. Но тут человек в полном сознании, просто с переломом, и не предоставить ресурсы – это ужасно. Другие, те, кто сам ходит на семитысячники, отвечали с жесткостью, которая со стороны кажется бесчеловечной. Блогер-альпинист Болт Закиров говорил: «Я не понимаю, зачем снимать кусок мороженого мяса ценой жизни других людей. Я категорически против, чтобы собирали деньги на то, чтобы другие люди рисковали, чтобы снимать чужие трупы. И вы хотите отправить туда людей, чтобы они с 80 килограммами в руках спустились оттуда, откуда она не смогла спуститься сама? За этой грубостью простая арифметика горы. Каждая новая попытка рисковать умножить число погибших не вернут живой ту, ради которой затевалась операция». Внутри сообщества кипел и другой спор о том, виноват ли Роман Макринский, ушедший за помощью. Здесь профессионалы в основном стали на его защиту. Александр Ищенко, спускавший Наталью после майского перелома, прямо называл несправедливыми обвинения в адрес Макринского. По его версии, безрассудно поступила сама альпинистка, скрывшая правду. В таком состоянии нельзя идти в горы, спасая ее, погибали люди. Киргизский альпинист Илим Карбеков соглашался. Макринский оказал максимальную помощь, уложил Наталью под камень, и оставаться с ней было бесполезно. Нужно было идти за помощью. А поверх всего этого вспыхнул уродливый гендерный спор. В адрес погибающей женщины полетели реплики вроде «борщи бы дома варила», «ради чего поперлась на гору», «адреналинщица ненормальная». Им возражали те, кто бывал на высоте. Альпинистка Алла Мишина напоминала, что чаще всего такие обвинения звучат от диванных знатоков. И что Наталья не подвела команду, а наоборот, спасла товарищей. Обездвиженная, она отдала Зигмунту и Сенегалии рацию, без которой те не смогли бы скоординировать спуск. Женщина, которую обвиняли в эгоизме, на деле уступила другим свой единственный инструмент связи с миром. Наталья и Лука были не единственными, кого пик победы оставил себе в тот август. За 2 недели гора забрала не менее 5 альпинистов, и история каждого по-своему переплеталась с судьбой Натальи. Первой жертвой стал даже не участник ее драмы, а живая легенда российского альпинизма – Николай Тотмянин, 66-летний капитан сборной России. Он поднялся на вершину 10 августа, но на спуске почувствовал себя плохо и на следующий день скончался в больнице от инфаркта. Сердце не выдержало высоты. Частая и оттого особенно коварная причина гибели на семитысячниках, не щадящая даже самых опытных. Затем иранская двойка Хасан Машхадиоглу, руководитель иранского клуба альпинистов, и Марьям Пелихвари, тренер по альпинизму. Для них это была уже 3-я попытка покорить победу. Шли они рискованно, самовольно, без координации с Иранской Федерацией альпинизма и без уведомления базового лагеря Южный Инельчек. Начав восхождение 5 августа, они достигли вершины 11 августа. Их судьба переплеталась с судьбой Натальи почти кинематографически. На спуске на высоте около 7300 метров иранцы пересеклись с Наговицыной, которая в этот момент поднималась им навстречу. Спустя несколько часов после этой встречи связь с иранцами прервалась. Позже спасатели находили их следы, вещи и снаряжение, но самим людей обнаружить не удалось. Их объявили погибшими, предположительно срыв или лавина. И поиски прекратили, поскольку местность стала недоступной из-за погоды. Итого 5. Тотмянин, 2 иранцев, итальянец Лука Сенегалия и сама Наталья Наговицына. Патриарх отечественного альпинизма Владимир Шатаев, который десятилетиями ведет скромный учет жертв этой вершины, назвал ее «проклятой горой». И цифры подтверждают это имя. Чтобы понять, почему Наталью не стали снимать, нужно увидеть гору такой, какая она есть. Пик Победы – это в буквальном смысле гора мертвых. По разным оценкам, за всю историю восхождений на ее склонах погибли от 80 до примерно 100 человек. И вот ключевой факт. Те, кто погибал на высоте, оставались на ней навсегда. Самый пронзительный пример лежал буквально в нескольких метрах от палатки Натальи. У той же скалы Птица, под которой она ждала помощи, уже 10 лет покоилось тело Михаила Ишутина, 2-кратного чемпиона России, снежного барса, президента Федерации альпинизма Архангельской области. Летом 2015 года он шел на победу в составе экспедиции, которая должна была водрузить на вершине
копию штурмового флага в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для 58-летнего Ишутина это было уже третье восхождение на этот семитысячник. Флаг подняли, но 8 августа 2015 года на спуске на высоте около 7300 метров у него остановилось сердце. История его гибели – это почти зеркало того, что случится десятилетия спустя. Эвакуировать тело тогда не смогли. Надвинулся ураган с нулевой видимостью, а у других членов группы начались обморожения и отек легких. Тело Ишутина бережно уложили в снежное углубление на высоте 7200, и все попытки спустить его за прошедшие 10 лет провалились. Тот же Шатаев горько замечал, что Ишутина, возможно, удалось бы спустить, будь команда вся вместе. Но люди разбрелись и спустились раньше, в точности как 4 годами ранее. Это произошло на Хантенгри с мужем Натальи. И Ишутин на этом склоне не одинок. По словам Шатаева, у соседней скалы Обелиск на высоте около 7000 метров десятилетиями лежат тела грузинского альпиниста Илика Габлиани, погибшего в 1961 году, и челябинца Владимира Художина, умершего от сердечной недостаточности в 70-м. 27 августа была поставлена бюрократическая точка. В этот день к вершине подняли военный беспилотник с тепловизором, чтобы зафиксировать не движение, а тепло живого тела. Прибор не обнаружил в палатке признаков жизни. После этого МЧС Республики официально признала Наталью Наговицыну пропавшей без вести. Формулировка осторожная именно потому, что тела не было. Доступа к нему не было, а снять его с горы до весны было невозможно. Подруга Натальи, альпинистка Алия Попова, написала прощальный пост, в котором был ответ всем, кто называл Наговицыну не готовой. Те, кто пишет, что она была не готова к горе, лицемеры. Она была готова, и гора пустила ее на вершину, но, к сожалению, не захотела ее отпускать. К концу августа официальные спасатели ушли с горы. Базовый лагерь опустел. МЧС признала Наталью пропавшей без вести. Но история не закончилась, потому что был дрон, было видео и была поднятая рука. Те самые кадры, где Наталья махала пролетающему дрону, не давали покоя ее близким. Они доказывали невыносимое. Она была жива, она держалась, она подавала знак. И эти же кадры запустили новую волну. Именно этот ролик стал поводом для ожесточенных споров в сети. Одни были уверены, что альпинистка подала знак рукой, другие считали, что она просто лежала. В центре этой волны оказался ее сын, 27-летний Михаил Наговицын. Он до последнего отказывался верить в гибель матери, и у него были основания. Видео, полученное им от пилота-оператора дронов, он считал как доказательство жизни. На видео отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил, писал Михаил во ВКонтакте. «Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива». Он напоминал, что мать опытная спортсменка с хорошим здоровьем. Михаил начал борьбу на всех уровнях сразу. Он записал видеообращение и направил письма председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову, в МИД России и послу РФ в Киргизии с одной просьбой – помочь организовать аэровидеосъемку дронами в районе Пика Победы, чтобы подтвердить, что мать жива. А если это подтвердится, организовать спасательную операцию. В обращении он формулировал это прямо. «Я прошу возобновить поиски, потому что поиски мамы абсолютно прекращены и не будут возобновляться. Моя мама опытная альпинистка, имеет 2-й разряд и находится в отличной форме. Я уверен, что она жива. И хочу, чтобы поиски возобновились. Хотя бы, чтобы был еще один облет дроном». Он торопил. По прогнозам, хорошая погода ожидалась лишь 26 и 27 августа. После чего операцию провести было уже нельзя. Государственная машина отреагировала на обоих берегах границы. Бастрыкин поручил центральному аппарату СКР незамедлительно связаться с МЧС и принять исчерпывающие меры для спасения. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что министерство и посольство с первого дня получения информации делали все возможное и были в контакте с родственниками. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Кыргызстан предпринимал отчаянные усилия для спасения Наговицыной. Отчаяние Михаила прорывалось наружу, а часть публики ответила ему жесткостью. Под обращением к Бастрыкину сына подняли на вилы, советуя самому идти спасать.
и упрекая в том, что ради эвакуации он готов рисковать чужими жизнями. А сам спор о том, жива ли Наталья, упирались в качество картинки. Кадры 16 и 19 августа, где махала рукой, были ясными и не оставляли сомнений. Тогда она была жива. Но позднейшие облеты велись военным дроном с большого удаления и в плохом качестве, и по ним установить что-либо доподлинно было нельзя. Это и стало топливом для бесконечных споров. Одни вглядывались в размытый силуэт и уверяли, что видят движение, другие, что человек просто лежит. Появлялись и тревожные детали. На одной из поздних съемок у палатки заметили черный походный рюкзак, которого раньше не было. И никто не мог объяснить, как он там оказался. Неопределенность кадров не давала ни похоронить надежду, ни подтвердить ее. Над всем этим спором висел трезвый голос профессионалов, которым невыносимо было слушать обвинения в адрес спасателей. Член правления Александр Яковенко назвал вещи своими именами. Пик Победы – это место, куда нельзя идти неподготовленному человеку. А решение Натальи он прямо именовал сумасбродством или безответственностью. Для близких она была живой женщиной, машущей рукой с экрана. Для опытных альпинистов – человеком, которого уже не вернуть. И попытки это сделать грозили лишь новыми жертвами. Когда государственные каналы не дали результата, Михаил обратился к человеку, который в этой истории стал лицом ее финала, к телеведущей и блогеру Виктории Бони. На первый взгляд выбор странный, причем тут звезда Дома-2. Но Боня – это серьезный высотный альпинист. К 25 году за ее плечами были 2 гималайских восьмитысячника. Манаслу 8163 метра, на который она поднялась со второй попытки. Первую в 22-м пришлось прервать из-за схода лавины, унесшей жизни нескольких спортсменов. И главное – это Эверест. На Эверест Боня взошла 19 мая 2025 года, то есть всего за 3 месяца до драмы Натальи, и тоже со второго раза. Она своими ногами прошла зону смерти, своими глазами видела трупы на склонах высочайшей горы, и поэтому понимала происходящее на пике Победы. Более того, она на собственном опыте знала, каково это, когда тебя обвиняют в хайпе. После ее Эвереста хейтеры писали, что восхождение было фейком, что ее занесли за деньги. Этот опыт сделал ее одновременно и сострадающей к Наталье, и упрямой перед лицом критики. Путь к организации съемки был непростым. Боня потом отвечала критикам жестко. «Я стучалась во все двери. А что сделали вы?» Сначала она пыталась профинансировать не просто облет, а возобновление полноценной спасательной операции. Нашла пилота, готового подняться к Наталье, и перевела около 1 миллиона 200 тысяч рублей. Но платеж отклонили. Тогда она подняла шум в соцсетях и в итоге добилась своего. Запуск дрона она оплатила и организовала. Здесь нужна оговорка для точности. Боня публично взяла на себя организацию финального облета, и именно ее слова разошлись по СМИ. Вместе с тем, сводная энциклопедическая хроника осторожно говорит, что 2 сентября 2025 года последний облет места лагеря Наговицыной провела инициативная группа. Так или иначе, в этот день дрон в последний раз поднялся к ее палатке с базой Южный Инельчек. А снимал ее все тот же оператор maga.fpv. Аппарат кружил над палаткой долго, чтобы дать Наталье последний шанс подать сигнал, если она еще жива. Доводы Бони были техническими и оттого убедительными. Никакая рука там не шевелится. Ребята летали около 20 минут. Это очень много. Шум, который издает дрон, это как 4 пилы, от него любой спящий человек проснулся бы. Если человек в коме или при смерти, мы никогда об этом не узнаем. Закрытая палатка, окруженная нетронутым снегом, указывала на отсутствие активности. На ролике длиной более 7 минут отчетливо видно палатку и вещи Наговицыной. Но нет ни шевелений, ни прочих признаков жизни. Свой вывод Боня сформулировала коротко. Наталья Наговицына упокоилась с миром. Но и этот финал не закрыл спор. Он лишь сменил его направление. Часть подписчиков продолжала вглядываться в кадры и утверждать, что Наталья все-таки шевелится. И Боня также высказалась. «Ребята, я очень прошу, давайте оставим эту ситуацию уже как есть и не будем искать там какие-то руки, которых нет. Наталья лежит с подогнутыми ногами на боку. Это видно по силуэту.
Если бы были какие-то признаки жизни, мы бы этого никогда не упустили. Параллельно она резко обрывала и тех, кто обвинял ее в хайпе, и тех, кто плодил конспирологию о том, что спасать Наталью якобы кому-то невыгодно. Была и противоположная реакция – холодный скепсис. Многие комментаторы замечали, что трагический исход был очевиден и без всякого дрона. Человек 2 недели на 30-градусном морозе без еды, воды и тепла физически не мог выжить. И запуск аппарата лишь подтвердил то, что профессионалы понимали с самого начала. История, за которой следили миллионы, на глазах превращалась в поле для спекуляций. И Боня, пройдя через все это, пыталась поставить в ней точку. В этом финале есть фраза, которая стала его смысловым центром. Передавая ее, Виктория Боня описывала свой разговор с сыном Натальи так. Он говорит: «Мама говорила так, что для альпиниста остаться в горах – это честь. Я, говорит, буду думать так же». Эти слова стали для Михаила опорой, которая позволила ему, наконец, смириться. Президент Федерации альпинизма Киргизии Эдуард Кубатов, рассуждая об эвакуации тела, говорил, что альпинисты, идущие на экстремальные вершины, осознают риски и часто заранее соглашаются остаться в горах на случай гибели. Не надо ее трогать, надо оставить. Она погибла, совершая свой личный подвиг на победе. Все, что связано с Наговицыной, это череда ее личных ошибок и ее личной ответственности. Но смирение пришло не ко всем. Параллельно с признанием гибели в сети продолжался болезненный спор тех, кто всматривался в кадры и отказывался верить в худшее. Вдруг она спит, может, человек еще из последних сил держится, но уже нет сил показаться. Я тоже 4 раза пересмотрела. Размытое изображение оставляло зазор для надежды, и люди цеплялись за него, даже когда специалисты уже сомневались в исходе. Стоит зафиксировать, что дрон поднимался к ее палатке не 1 раз. Это была целая серия облетов, растянувшаяся почти на 3 недели. 16 и 19 августа камера еще фиксировала признаки жизни. Наталья шевелилась, махала рукой. 25 августа запустить дрон и вертолет помешала погода. 27 августа к вершине подняли военный беспилотник с тепловизором. И, наконец, 2 сентября прошел финальный облет, после которого надежды не осталось. Видео Боня передала Михаилу. Эта серия кадров стала, по сути, единственной хроникой последних дней Натальи и финальной точкой в борьбе за ее спасение, длившейся 21 день. В тот же день, 2 сентября 2025 года, Федерация альпинизма Кыргызстана официально объявила о прекращении спасательной операции. При этом важная юридическая тонкость осталась нерешенной. Достоверно установить факт смерти было невозможно. Все выводы о гибели Наговицыной основывались на предположениях специалистов и здравом смысле, но не на прямом подтверждении. Официально считать ее погибшей было нельзя, поскольку тело не обнаружено. Со смертью спор не закончился. Теперь спорили о другом: забирать ли тело Натальи с горы или оставить навсегда. И этот вопрос оказался таким же неразрешимым, как и вопрос о спасении. Чтобы понять обе позиции, нужно увидеть устройство этой горы. В отличие от Эвереста, на Пике Победы нет страховочной инфраструктуры. Начальник базового лагеря Дмитрий Греков объяснял: здесь нет так называемых ледовых докторов. Альпинистов, которые заранее прокладывают маршрут и провешивают перила для менее подготовленных восходителей. Это очень сложная и опасная вершина, куда ходят только подготовленные спортсмены. На такой горе спуск даже мертвого тела – это полноценная высотная экспедиция со смертельным риском для каждого участника. Поэтому одни считали, что забирать Наталью не нужно вовсе. Президент Федерации альпинизма Киргизии Эдуард Кубатов формулировал это прямо. У подножия скалы Птица уже покоится 5-6 альпинистов. Окончательное решение, подчеркивал Кубатов, должно остаться за семьей. МЧС Киргизии заняла предельно осторожную позицию, переложив инициативу на семью и профессионалов. Министерство выражало готовность оказать всестороннее содействие, если будет организована поисковая операция с привлечением специализированных альпинистов-высотников. Иначе говоря, мы поможем, но снаряжать смертельно опасный подъем и нести за него ответственность должен кто-то другой. Технически у эвакуации появилось конкретное окно.
По оценкам специалистов, поднять команду к телу можно не раньше следующего сезона, и лишь в узкий промежуток с середины июля до середины августа 2026 года при удачной погоде. Но и тогда, предупреждали в МЧС Киргизии, уже весной 26-го риски для спасателей оставались крайне высокими. Операция на высотах свыше 7000 метров целиком зависит от погоды, лавины обстановки, состояния маршрута и наличия подготовленной команды. Звучали и более экзотические идеи, например, построить специальный высотный супердрон, способный забрасывать грузы на семитысячники и вести разведку. Но создать аппарат, который реально спустит тело с такой высоты, на тот момент было невозможно. Рядом со скалой Птицев больше 10 лет лежит Михаил Ишутин, а у обелиска погибший еще в 61-70-х годах. Гора не отдает своих мертвых, и Наталья Наговицына, по всей вероятности, останется на ней навсегда. Самый неожиданный и тихий поворот в этой истории обнаружился спустя полгода, и состоял он в том, что юридически Наталья Наговицына все еще не умерла. На бумаге она оставалась не погибшей, а без вести пропавшей. Дело в том, что между пропала без вести и признана погибшей лежит обязательная юридическая процедура. Гибель человека, чье тело не найдено, должен официально установить суд, но лишь по заявлению родственников. А такого заявления не поступало. В феврале 26 года посол России в Бишкеке Сергей Вакунов сообщил: соответствующего заявления о признании ее погибшей от сына альпинистки Михаила Сергеевича Наговицына в киргизские судебные органы не поступало. Не было его, по данным посольства, и в российских судах. Дипломат добавил, что в случае обращения Михаила готовы оказать необходимое содействие, но первый шаг должен сделать сам сын. Прошел год, наступила весна 26-го, а статус оставался прежним. Пока бумага не подписана, Наталья формально остается живой, и, кажется, именно это для ее близких важнее любых юридических удобств. История Натальи Наговицыной закончилась так же, как началась 4 годами раньше. Человек остался в горах Тяньшаня, и его не смогли вернуть. В 21 году она не бросила мужа Сергея на Хантенгри, и его тело сдуло ветром в пропасть, так и не эвакуировав. В 25 году на пике победы она сама стала тем, кого не смогли спустить. Между этими двумя точками ее фраза, сказанная у мемориальной таблички и повторенная ее сыном над закрытой палаткой: «Остаться в горах – честь для альпиниста». За частной трагедией проступила и общая. История Наговицыной обнажила системные проблемы коммерческого альпинизма. Индустрии, в которой опасную гору можно купить как тур, а единственного человека, имеющего право развернуть клиента, легко обойти, выбрав пакет подешевле. По словам вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницына, 3 гида отказались вести Наталью из-за ее неготовности. Но она все равно нашла группу и ушла наверх. Маршрут требовал как минимум 3-го разряда. У нее был 2-й. Формальные барьеры существовали, и они не сработали. После трагедии в сообществе вновь заговорили о том, что допуск на такие вершины нужно ужесточать. Но пик победы как был, так и остался горой, на которую ходят на свой страх и риск. Есть в этой истории и горький контрпункт. Судьбы тех, кто выжил, и тех, кто нет. Спустились и вернулись к жизни Роман Макринский и Гюнтер Зигмунд. Пусть с обмороженными руками, ампутированным кольчиком носа, спаслись, едва не погибнув сами, бурятские спасатели, а осталось на горе вместе с пришедшим за ней Луком Сенегалией, итальянцем, который вернулся наверх и умер у Зигмунда на руках. Гора забрала не самую слабую, не самую безрассудную, а ту, кому не повезло сломать ногу там, откуда нет дороги вниз. И забрала вместе с ней того, кто оказался достаточно человечен, чтобы за ней вернуться. Вокруг ее гибели так и не утих спор, расколовший людей надвое. Для одних она символ преданности и силы духа. Женщина с железным характером из учительской семьи в селе Черное, прошедшая 4 семитысячника и сломленная только 5-м. Для других – символ фатальной одержимости, пошедшая на смертельную гору со 2-м разрядом без гида и с недолеченной ногой.
и потянувшая за собой в могилу человека, который вернулся, чтобы ее спасти. Скорее всего, правда в том, что верны обе версии сразу. И именно поэтому пик победы оставил в себе не только Наталью Наговицыну и Луку Сенегалью, но и вопрос, на который у альпинизма нет общего ответа. Где проходит граница между подвигом и безумием? И есть ли она вообще? Где-то на высоте 7200 метров у скалы Птица под разорванной ветром палаткой этот вопрос остается без ответа. И, вероятно, останется навсегда. Материал основан на открытых публикациях российских и международных СМИ и в профильных альпинистских ресурсах 25-26 года. Если вам понравился мой рассказ, поставьте лайк, подпишитесь и напишите ваш комментарий. Мне будет интересно прочитать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.